Всем большой привет! Перед вами фотография. Советский ребенок у фонтана, снятая в 1982 году. А это российский ребенок в 2012. Чувствуете разницу? Говорят, что современные дети стали расслабленнее, избалованнее. У них такие игрушки, которых не знало наше поколение. Про остальные развлечения вообще говорить нечего. Кажется, их уже вообще ничем не удивить и даже сложно обрадовать. Произошла, как я это называю, инфляция счастья. Но я неожиданно обнаружил, что, оказывается, то, что приводило в восторг мальчишек из моего двора, точно так же притягивает и многих современных детей. Речь идет о наших советских машинах. Для ребенка 21 века поездка на УАЗике – это праздник и событие. Таким же событием когда-то для меня была поездка на Победе. Как видите, я попробовал передать эти эмоции, заказав большой набор для сборки Победы. Было, конечно, интересно и познавательно нам обоим, но это все не то. Получилась просто моделька для сбора пыли на полке. Потом я купил Хантер, и он, конечно, вызвал шквал эмоций. На этот раз я решил усугубить и удивить подрастающее поколение по-настоящему. Соблюдая конспирацию, ни слова не говоря ребенку, связался с Ульяновским автозаводом и взял практически ровесницу Победы, буханку юбилейной серии, для недельного тест-драйва. Мне очень интересно посмотреть, какова же будет детская реакция без подготовки. Ну и вам покажу. Если честно, и самому хотелось узнать, как она в управлении, что нового, чем отличается от Хантера, как держится в потоке и многие другие моменты. Но первым делом я отправлюсь на встречу с человеком, который специально изучал историю создания и развития этих автомобилей. Путь предстоит не близкий, в другую область, поэтому есть возможность рассказать о дорожных впечатлениях от этого необычного микроавтобуса. Во-первых, я не узнал старую буханку, на которой частенько ездил пассажиром лет 15 назад. Ключевые три отличия: стало тихо, мягко и легко. Было бы неправильно говорить, что еду как на легковой, но разница с предыдущими версиями колоссальная. Многие уже знают и про более тихий и мощный 409 мотор, гидроусилитель руля, тормоза с АБС, новые сиденья с подогревом, блокировку заднего дифференциала, мосты типа Spicer. Могу отметить и мягкие рессоры, и улучшенную шумоизоляцию. В потоке держится хорошо, обзор просто феноменальный, как будто видишь даже то, что под колесами. Из непривычного длинные ходы рычага, но в этом есть какой-то особый шик, настраивает на спокойный чинный лад. Ощущение невозмутимости усиливается еще и тем, что посадка примерно на одном уровне с газелями. Соответственно, после легковой нужно обращать внимание на ограничение высоты, даже на ветки деревьев. По длине. Буханка короче Лады Веста на целых 5 сантиметров. И это очень удобно. Вообще на дороге весело. Автобусик очень заметный, привлекает внимание. Вон опять машет руками. «Ленка, смотри, это же буханка!» А уж сколько народу сфотографировали, сложно посчитать. Ну вот город позади. На трассе получается без напряжения держать 90-100. Для микроавтобуса в самый раз. Тормоза предсказуемые. Курсовая устойчивость тоже вполне приемлемая. Ну а я уже почти добрался. Перед тем, как говорить об истории, хотелось бы проникнуться атмосферой того времени, попробовать заглянуть в прошлое, в те годы, когда буханка только создавалась. Что для этого нужно? Нужно всего лишь сесть за руль нашей машины времени, скатиться по склону в тихое, красивое место, немного фантазии, и мы с вами едем на поезде. А впереди-то настоящий паровоз. Это начало 50-х. Страна только-только начала приходить в себя после войны. А это выезд из Москвы по шоссе. Человек тащит тележку. Кажется, тогда было не до тротуаров.
можно получить представление о домах, одежде, технике. Вот те самые гужевые повозки, равноправные участники дорожного движения. Все как есть, без прикрас. Вот в таких условиях и выпекалась первая буханка. Ну а сейчас мы пригласим в салон нашей машины времени автомобильного историка. Кстати, как вы его себе представляете? А вот и он. Настоящий следопыт автомотостарины, издатель, человек-ракета Николай Марков, с детства увлеченный автомобилями. Мне было сложно в это поверить, но за его плечами годы работы в архивах и несколько изданных книг. Николай, давайте сразу перейдем к делу. В вашей книге «Советские полноприводные» отражен малоизвестный факт, что завод УАЗ через несколько лет после окончания войны перестал производить автомобили. Какой-то невероятный поворот. После 1951 года им сказали: спасибо, в ваших услугах, как в автомобильном заводе, пока не нуждаемся. Но стали нуждаться к 1954 году, когда стало абсолютно понятно, что ГАЗ сам не сможет у себя на своих мощностях выпускать и Победу, и грузовики ГАЗ-51, и автомобили ЗИМ, и вот новое семейство вездеходов. А ведь кроме того еще были другие задания у ГАЗа. Он выпускал велосипеды, он выпускал аэродромные плиты металлические, он выпускал передвижные радиостанции. Военную технику продолжал ведь делать. Ну, естественно, еще все бронетранспортеры. И просто не хватало возможности завода делать все одновременно. Поэтому назрело решение о том, что производство ГАЗ-69 нужно вынести в Ульяновск. Тем более, как раз вполне подходящий завод. Это было осуществлено. И благодаря вот этому переносу история буханки сложилась именно так, как мы ее знаем сейчас. А ведь могло быть совсем по-другому. Если бы из Горького вынесли не производство ГАЗ-69, а какую-нибудь другую продукцию убрали, случилось бы так, что буханку выпускал бы Павловский автобусный завод. И первоначально именно такое решение и было принято. В 1954 году эту тему поручили ПАЗу. Существует эскизный проект такой машины. Она называлась ПАЗ-656. И даже заводу было поручено уже выпустить опытные образцы в 1954 году. Не сложилось. Вовремя тему нажали, спустили на тормозах, потому что окончательно приняли решение о переносе производства в Ульяновск. И тогда вот эту самую тему отдали уже на откуп УАЗу. И так родился УАЗ-450. И, соответственно, УАЗ-450 изначально очень сильно отличался от той машины, которая пошла в производство. Совершенно другой облик, совершенно другой дизайн, совершенно другая конструкция кузова была у первых прототипов. Дизайнеры Института НАМИ в послевоенное время, которыми руководил Долматовский Юрий Аронович, грезили на тот момент идеей автомобиля вагонной компоновки. Собственно, это идея, которую как раз именно Долматовский развивал больше всех. И вот буханка в какой-то мере как раз является воплощением этих идей. Немного поясним. Вагонная компоновка, от слова «вагон», когда у автомобиля нет отдельного капота и водитель размещается перед передней осью, как, например, вагоны-вожатый в трамвае. Угу. Ранее был построен автомобиль НАМИ-013, заднемоторные вагонные компоновки, как раз один из самых известных автомобилей Долматовского. И вот буханку в какой-то мере тоже можно отнести к этой же теме. Машина вагонной компоновки, рациональная. Но в работе над обликом буханки дизайнеры НАМИ слишком увлеклись идеями аэродинамики, обтекаемости. В результате кузов получился неоптимальным с точки зрения грузовых возможностей машины. Задняя часть кузова завалена вниз. И проем задних дверей получился довольно ограниченным по высоте. Это как раз и стало одним из самых серьезных нареканий со стороны военных, которым адресована была машина в первую очередь. По техзаданию буханка должна была перевозить в своем санитарном салоне 4 носилок. Но погрузка этих носилок через достаточно ограниченные по высоте двери была не вполне удобной.
Кроме того, первоначальной конструкции кузова возникло достаточно большое количество нареканий по прочности. А самое главное, большие претензии у заводчан возникли к технологичности этого кузова. Если посмотреть на первую буханку сбоку, то можно увидеть, что боковая поверхность задней части кузова образована единой панелью, да еще и достаточно сложной формы с проштамповками. И делать штампы на такую конструкцию боковины было очень дорого, очень сложно. По этой причине к следующему году сами уазовцы собственными силами уже разработали новую конструкцию кузова, сваренного из более коротких панелей. Двух с левой стороны, соответственно, двух с правой стороны, если мы говорим о санитарном салоне. А вот здесь берется и одно из главных отличий 450-го кузова от 452-го. У ранних буханок не было боковой двери в салоне. Двери были только в задней стенке кузова, ну и две двери в кабину. И второе хорошо видимое отличие самых-самых первых серийных буханок — это передние двери, которые открывались против хода движения на задних петлях. Это решение оказалось не очень удачным, ведь для того, чтобы удобно было сдавать задним ходом, совершенно нормальным явлением было приоткрыть дверку, посмотреть и при этом двигаться назад. С дверьми, открывающимися на задних петлях, это было невозможно. Кроме того, дверки эти оказались очень легко открываемыми на наших ухабистых дорогах. По этой причине уже в первый же год производства петли переставили вперед, и двери стали открываться привычно, как и на тех буханках, которые до сих пор сходят с конвейера. Но вот занятный момент. Машина дизайнера Владимира Арямова из команды Долматовского, несмотря на выявленные недостатки, все-таки попала на, если можно так выразиться, автосалон в 1956 году. Ну да, своеобразный автосалон. На самом деле это закрытый показ для работников автомобильной промышленности. Даже не показ. Это было совещание работников автомобильной промышленности, в рамках которого на территории Института НАМИ были выставлены все последние разработки отечественных автозаводов и их зарубежные аналоги, которые были закуплены для изучения Институтом НАМИ. И вот в числе экспонатов как раз оказалась и арямовская буханка. Причем дело происходило в июне 1956 года, а машину привезли прошлогоднюю. К моменту проведения этого салона уже были построены доработанные образцы арямовской буханки. И вот эти доработанные машины в этот момент проходили междуведомственные испытания, а на выставку привезли прошлогоднюю машину. Ясно. Получается, над конструкцией все время велась работа. Но бытует мнение, что за 60 лет в буханке ничего не изменилось. Я думаю, это совсем не так. Вот взять хотя бы рабочее место водителя. И арямовская буханка, и та буханка модели 450, которая выпускалась потом серийно, кардинально отличались по эргономике кабины от тех буханок, которые мы знаем сейчас. Вот если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что водитель в 450-й машине был просто вот зажат между дверью и огромным коробом моторного отсека, который простирался до самого ветрового стекла и уходил под торпеду. Совершенно иначе располагался рычаг коробки передач. Совершенно иначе располагались рычаги управления раздаткой. И, конечно, на фоне 450-го, появившаяся позднее 452-я машина была огромным шагом вперед. Рабочее место водителя стало значительно более удобным. Погрузился я в твои книги по автобусам советских пятилеток. Знаешь, какое основное впечатление? Я им прям завидую. Завидую дизайнерам, инженерам. Перед ними стояли такие необычные задачи, но они лихо со всем этим справлялись. Изобретали, испытывали, дорабатывали. Во многом, кстати, шли впереди планеты всей. Действительно это делалось в такой азартной атмосфере, как ты думаешь? Да наверняка, потому что если посмотреть количество и сроки создания опытных образцов в то время, просто удивительно. Они вылетали как горячие пирожки. Давай посчитаем. Значит, грузовой фургон, бортовой грузовик, микроавтобус, санитарка, штабная машина, микроавтобус с задним приводом, да и вообще все семейство автомобилей с задним приводом. Практически они дублировали ту же самую гамму.
Ведь это не просто машина без переднего ведущего моста. Заднеприводное семейство представляло собой вообще новую машину. Там совершенно другая кабина, другой двигатель, другая трансмиссия, другое расположение силового агрегата, другой интерьер, соответственно, кабины. И как раз именно заднеприводная машина в итоге и послужила базой для создания привычной нам модели 452. Это к заднеприводной машине добавили передний ведущий мост. Получилось-то вот так, по большому счету. Тогда такой вопрос. В те же годы в Риге разрабатывался микроавтобус RAV, аналогичной компоновки, практически на тех же узлах и агрегатах. Это делалось самостоятельно или с оглядкой на УАЗ? Как вообще могло возникнуть такое дублирование в рамках плановой экономики? Ну, оглядки здесь не было, потому что, во-первых, не было еще заднеприводной буханки в момент создания РАФа, а во-вторых, смотри, у завода УАЗ в плане стояли в первую очередь санитарки, во вторую очередь грузовые версии. Если мы говорим про пассажирскую машину, то пассажирскую буханку завод проектировал вообще по собственной инициативе. В план она попала только во второй половине 60-х годов. И, дай бог памяти, с 68-го, по-моему, года она выпускалась серийно очень маленькими тиражами. И более того, из этого количества значительная часть еще и на экспорт уходила. То есть пассажирских УАЗиков, буханок для Советского Союза просто практически не было. Их выпускали в крошечных объемах. И именно это обстоятельство послужило причиной того, что просто вот массовым явлением стал выпуск пассажирских модификаций на шасси УАЗ различными авторемонтными заводами в Советском Союзе. Их объемы выпуска превосходили выпуск пассажирских буханок, наверное, на 2 порядка. Все почему? Потому что получить фонды на обычное шасси УАЗика-головастика было относительно просто. А получить фонды на даже не то что пассажирский, а просто цельнометаллический УАЗик-фургон было тяжело. Брали шасси головастика и собственными силами различные авторемонтные заводы надстраивали свои кузова на него. Сейчас уже совсем непонятно звучит выражение «получить фонды». Поясни, пожалуйста. Нужно было в министерстве получить бумажку, дающую право получить на заводе автомобиль такой-то модели. Соответственно, если ты получаешь вот эти бумажки разрешения, вот эти фонды на бортовую машину, то ты никак не сможешь вместо этой бортовой пойти и купить, приобрести фургон или микроавтобус. И насколько масштабным было это явление? Вот это кузовное производство на местах? В Советском Союзе это, конечно, явление носило массовый характер. Если кому-то интересно, можете зайти ко мне на страничку в Драйве, ссылочка там должна быть. Там подготовлена большая-большая подборка как раз вот подобных барбухаек на базе УАЗиков, которые выпускались в Советском Союзе десятками заводов. Да, я пересмотрел эти фото. Конечно, колоссальная поисковая работа проделана. Я так понимаю, вы не могли успокоиться и хотели охватить максимальное количество подобных предприятий. Но что вами двигало? И сколько вы их в итоге нашли? Ну, двигал банальный интерес. Не успокоились до сих пор, и я надеюсь, еще долго не успокоимся. А насчет того, сколько удалось найти, вот я не готов сейчас сказать, сколько именно по УАЗикам, но могу сказать, что всего в рамках территории Советского Союза заводов, выпускавших автобусы, микроавтобусы, вахтовки, мы знаем 330 на сегодняшний день. Это, конечно же, не предел, их наверняка больше, но представление о масштабах деятельности дает. Вот 330 мы знаем. А что из себя представлял такой средний заводик? По мощности заводы, конечно, различались, были большие, были маленькие, но вполне нормальным явлением, распространенным было, когда такие авторемонтные заводы выпускали от 500 до 1000, 1500 автобусов в год. Но бывало и еще больше. Вот если взять Краснодарский механический завод «Кубань», который выпускал хорошо известные автобусы «Кубань» и микроавтобусы «Кубанец» как раз на шасси УАЗика, там объемы производства доходили до 10 000 штук в год. Это фактически столько же, сколько выпускал Павловский автобусный завод. Да, вот это количество предприятий, конечно, заставляет взглянуть на все с иной стороны. Ваш другой глобальный труд тоже очень впечатляет. Там каждая страница — это практически небольшое открытие. Я о книге «Советские полноприводные». Мы как раз с сыном изучаем первый том, легковые.
Скоро будете изучать грузовые. Сейчас работа идет над следующей частью. Скорее всего, она будет посвящена только полноприводным грузовым с колесной формулой 4х4. В этом случае третьим томом выйдет 6х6 и все, что более. И заключительным томом, если сил хватит, еще сделаем по полноприводным автобусам, вахтовкам, спецфургонам. Там по объему информации тоже как раз на целый том. Мы сегодня смотрели альбомы, или я бы даже их назвал мини-каталогами, из серии «Автобусы пятилеток». Здесь тоже будет продолжение? Но в этой серии уже полностью закрыт период с 56 по 85 годы. Вот-вот в самое ближайшее время мы сделаем период с 46 до 55 года. И, естественно, дойдем как минимум до конца Советского Союза. А так с большой вероятностью, что еще и до 95 года захватим, потому что там по накатанной еще все шло с Советского Союза. Поэтому, в принципе, логично дойти до туда. Спасибо огромное, что нашли время приехать, встретиться и рассказать. Решительно не за что. Приглашайте на будущее еще. Вот, может быть, про 469-й УАЗик еще сделаем потом. Нечто подобное. Да-да, там есть что рассказать. Я с удовольствием. Благодарю еще раз. А я сейчас поеду замерять уровень шума в юбилейной буханке. Это очень интересный вопрос. Так и есть. Всего доброго. Счастливо. Я долго переваривал все рассказанное Николаем. Для меня самое неожиданное — это, конечно, количество заводов. Ну, чуть не в каждом городке собирали машины. Попадя я сейчас в СССР, точно бы пошел придумывать и строить разные кузова на базе буханки или козлика. Что-то я увлекся. Смотрите, как можно было снять этот проезд. Убираем цвет. И получается отличное начало для советской сельской мелодрамы. Что-то вроде «Дело было в Пенькове». Товарищи сценаристы и режиссеры, есть классная актриса с большими глазами. Буханка очень фотогенична. Снимал бы ее и снимал. Ну а тем временем начался свободный участок дороги, подходящий для замеров. И так, как обычно, слева направо диктофон, GPS-спидометр, шумомер. Сначала сделаем заезд от 0 до 60, потом до 100. Напомню, 85 дБ – это такой уровень шума, через который переступать нельзя. Так считает Всемирная организация здравоохранения. По ощущениям, до 60 достаточно тихо. Прибор со мной согласен. Держались в диапазоне от 63 до 83. В среднем 73-74. Хорошо. Поедем побыстрее. И это уже интересно, потому что по шуму отличия очень невелики. Это тише, чем в Хантере, несмотря на то, что мотор-то вот он рядом. В чем причина? Более обтекаемый кузов, лучше шумоизоляция капота. Дома залезем и посмотрим. Итак, по GPS у нас выше сотни, а на спидометре почти 120, но по уровню шума мы по-прежнему держимся в рамках. Я считаю, что это отличный результат для внедорожной трансмиссии. Я все никак не мог сформулировать свои ощущения, но после нескольких часов за рулем мне все стало ясно. И вот что я вам скажу. Я понял, кому точно понравится буханка. Если вы в детстве, так же как и я, обожали ездить на автобусах, особенно на лиазах, если вы садились, прижимаясь к стеклу кабины, чувствуя боком тепло мотора, внимательно следили за всеми движениями шофера и мечтали скорее вырасти, получить категорию D, и так же, как эти бывалые мужики, взяться за огромную баранку, чтобы, гордо восседая над легковушками, целыми днями разъезжать по городу, то буханка подарит вам все эти ощущения без всякой категории D. Так и хочется подъехать на маленькую автостанцию где-нибудь в райцентре. Дождаться всех пассажиров с поезда. А потом повезти их полями, лугами в их глухую деревню. Приедем уже затемно.
Снаружи зябко, а у нас 2 печки греют. Сейчас бабульки с ведрами и корзинками будут выходить со словами: «Ой, спасибо тебе, сынок». Мужики обычно лениво выползают, гремя новыми лопатами и банками с олифой. Молодая учительница вышла и растерялась. Объясняю, как ей пройти к общежитию. Небо ясно, самое оно прогуляться. А на остановке уже ждал почтальон. «Довези почту до города. 2 дня машина не приходила». Глушу мотор, расписываюсь в его бумажках, а он рассказывает, сколько в этом году яблок. Да, хорошая работа. Созерцаешь саму жизнь. А тем временем я доехал до дома, и кого-то ждет сюрприз. Ну, смотри. Туда смотри. А это откуда взялось? Нравится? Ты на тест-драйв взял? Угадал, ничего не скроешь. Я знал, что это УАЗик. Это буханка. Это буханка. Юбилейная. Ну, иди. УАЗик. Дальше сбежали все соседские дети и залезали, и смотрели, но потом разошлись. И буханку загнали в стойло. Но ненадолго. Надо же прокатить человека. Тем более кефир дома закончился. Небольшая передышка, и поехали на станцию. Не знаю, как в ваших семьях, а у нас было так. Приезжают все к бабушке в деревню на сенокос. Мужики тогда только-только пересели с мотоциклов на запорожцы и москвичи. А значит, можно быстро всем доехать до дальней речки. И вот обязательно перед сном всю ораву катали на новой машине. И получается, через 35 лет все повторяется на новом витке. Но ход моих мыслей прервал сотрудник ГИБДД. Минуту назад он остановил нас, хотел полюбоваться на отреставрированную буханку. Каково же было его удивление, когда он увидел в документах собственника Ульяновский автозавод и дату выпуска 2018 год. А их что, до сих пор выпускают? Ха, еще как, юбилейная серия. Он взял под козырек и пожелал счастливого пути. Нам снова повезло, от станции как раз отходила электричка. Смотри-ка, а ведь это тоже конструкция родом из 50-х. Только тогда, помнится, лавки были деревянные. Это было в порядке вещей. Мягкие сиденья появились гораздо позже. Да, кстати, в первых буханках тоже был один брутальный момент. В них не было печек. Считалось, что достаточно будет тепла от основного радиатора. Но потом все-таки печку поставили. Ладно, хватит на сегодня историй. Продолжим завтра. А следующий день начался так. Ну ты водила. Для сравнения позвали Хантер. Теперь у нас 2 коровы. Я раньше счастливый был, а теперь я вдвое счастливее стану. И это объяснимо, потому что у буханки есть стеклоподъемники, отделение для планшета, рядом с розеткой на 12 вольт, отсек для магнитолы. И вообще она очень похожа на домик. Спереди имеем что-то вроде котельной или печки. Дальше идет кухня-столовая. Здесь, очевидно, гостиная. На последнем ряду спальня. Можно обустроить кровать. Под ней есть кладовка, а под кладовкой запаска. Ну и кладовки часто имеют отдельный вход. Только что же это за избушка с такими выразительными окошками? Они мне кое-что напоминают. Сейчас заскочу в 79-й год и возьму с полки любимую книжку моего детства. Вот она, с зеленым корешком. Сложно поверить, но ей 40 лет. Самый богатый воробей на свете. Открываем сказку «Пряничная избушка». Этот разворот я мог изучать часами.
вот эти окошки. Так что неспроста буханка получила свое кулинарное прозвище. Хантер по сравнению с ней – это действительно теленок Гаврюша из Простоквашино. Более резкий, авантюрный. А с точки зрения размеров, буханка всего на 26 сантиметров длиннее Хантера. Но вагонная компоновка, как вы видели, просто творит чудеса. В моем УАЗике примерно треть длины приходится на капот, и за водительским сиденьем для груза остается вот такой кубик длиной всего 125 сантиметров. Высота проема 1 метр. Отгоняем его и выставляем буханку по масштабу. Колесная база у нее даже короче, чем у Хантера, на 8 сантиметров, но пространство для груза объемнее раза в 2, с учетом большей ширины и высоты проема и потолка. Вот так примерно выглядит хантеровский кубик в масштабе. Давайте посмотрим, как им это удалось. Водителя усадили вперед, мотор отодвинули назад и дальше колдовали с размещением всех остальных узлов. Вот за этой решеткой, например, находится усилитель тормозов. Эти тяги идут к коробке передач, которые находятся далеко за спиной водителя. Вследствие этого имеем длинный передний кардан и более короткий задний. В кадр попали те самые мягкие рессоры. Нижний лист подключается только при большой загрузке. Спереди трехлистовые рессоры, а под бампером мы наконец-то нашли знаменитые уазовские крюки. Настоящий внедорожник, вопросов нет. Что можно загрузить? Длина салона от моторного отсека до задних дверей чуть больше 240 см, сиденья легко снимаются, ширина проема тут 136 см. Предполагаю, что должен войти стандартный лист фанеры. Наискосок войдет 3-метровая вагонка, профиля, трубы, рейки, плинтуса. По высоте, как я и говорил, проем 110 см. А по ширине на уровне передних стекол получается 173 см. Против хантеровских 157. То есть примерно 16 см понадобились для того, чтобы установить мотор между двумя передними сиденьями. Заглянем и туда. Снимаем войлочную теплошумоизоляцию, затем видим виброизоляцию, а изнутри приклеен толстый слой поролона. Получается тройная защита от шума. Под капотом сразу заметил тросовый привод газа, а также блок АБС. Я наслышан о том, как удобно можно расположиться в кабине буханки, поднять капот и в тепле, под крышей, заниматься обслуживанием. Заливать антифриз, менять масло в бачке гидроусилителя. Посмотрим, что еще можно сделать, не выходя из кабины. Маленькая хитрость. Перечень расходников для удобства уже выложен на сайте parts.uaz.ru. Переходим по вкладке «Запчасти для ТО» и получаем меню на ближайшие годы. Ну вот для примера ТО-2, полный список. Можно нажать нижнюю кнопку и добавить все необходимое в корзину. Или, например, ТО-6, 90 тысяч километров или 6 лет. Разные масла, свечи, ремни, фильтры. Вот примерно такой набор расставляем на импровизированном столике рядом с капотом. Про это хорошо бы снять отдельный сюжет, но в рамках первого знакомства просто оценим доступность. Бачок гидроусилителя очень удобно расположен. Масляный щуп тоже без проблем. Теперь свечи. Первые 3 легко доступны, а вот 4-я поначалу вводит в ступор, потому что к ней доступ из салона. Там еще один отформованный лист войлочной изоляции, весьма эффективный. Отгибаем ее и видим специальный лючок. Вынимаем заглушку и оказываемся прямо над цилиндром. Ставим все на место и переходим к ремням. Я пропустил ремень, поворачивая крыльчатку. Она вращается благодаря вискомуфте. Мы на месте. Небольшой перерыв на сон, и мы готовимся к выезду. Предположим, надо долить жидкость стеклоомывателя. Отгибаем патрубок, снимаем резиновый фиксатор. И бачок выдвигается. Опа, вот так вот. Там даже есть сеточка. Жидкость с удобным носиком заказал там же, в уазовском магазине parts.uaz.ru. Кстати, в аналогичных вагонниках этот бачок расположен в самых неожиданных местах. В буханке он установлен как надо, рядом с печкой. Для зимы самое то. Готово? Вот еще прикол. Обратите внимание, какое под стеклом нашлось интересное местечко для смартфона. Видели бы это инженеры 50-х годов. Так вот, сегодня я попробую погрузить человека из 21 века как раз в то время. Пока мы едем, небольшой вопрос зрителям. Какой самый старый предмет у вас есть в обиходе, которым вы регулярно пользуетесь? Есть ли у вас что-то старше 60 лет, то есть возраста той самой первой буханки? Я такой предмет нашел.
Удивительно, но подобные штуки до сих пор выпускаются, как и наш микроавтобус. А знаете ли вы, что во многих странах, даже в Америке, тоже были свои буханки? Но долго они не продержались, и теперь это коллекционная редкость. Вот он, ровесник, брат-близнец, Jeep Forward Control. Производство стартовало в 1956 году, как раз в то время, когда наша буханка была на втором году испытаний. Либо чья-то разведка отличилась, либо великие умы мыслят одинаково. Были и свои барбухайки, как говорит Николай. Это фото из Индии, где джипы собирались по лицензии. Но наша, конечно, самая симпатичная. Двухцветная окраска – это просто в точку. Потенциал буханки давно оценила игровая индустрия. Смотрите, какая красотуля. Если бы у меня был свой бизнес, представляю, как бы радовались клиенты, когда к ним во двор приезжала бы такая машинка. А если выкатить на какой-нибудь уникальный туристический маршрут в природном или историческом месте сразу несколько ярких буханок, то иностранцы были бы в восторге и раскидывали бы их фотки по всем соцсетям. А нам нужен кое-какой реквизит, и он уже куплен. Самые догадливые уже, наверное, раскусили мой замысел. Последние метры, и мы въезжаем в мой любимый лесок. Вот и он, самовар, который мой прадед купил в начале 50-х. Жил он все эти годы на старой даче. Вон на той кухне он стоял. И это не было баловством. И в 60-е, и в 70-е растопка самовара по вечерам была частью жизни. Лишь много позже туда провели газ и самовар убрали на чердак. Но я его достал и приглашаю самых юных зрителей, а также зрителей из-за рубежа, посмотреть, как это было. Снимаем крышки и полностью заполняем внешний отсек для воды. Сразу 4 литра нужно залить. Чайник тут просто для удобства, вода в нем холодная. Наш истопник 3-го разряда накрывает воду крышкой и засыпает в топку шишки, как это делал его прапрадед. С березовых поленьев оторвали немножко бересты для розжига. Далее старший истопник зажигает длинную спичку, и внутри потихоньку разгорается пламя. Неотъемлемый атрибут – труба для усиления тяги. Без нее может потухнуть. Минут через 15 вода вскипит, и мы таки превратим буханку в пряничную избушку и опробуем знаменитый уазовский столик. А пока развлекаемся вот таким фокусом. Пошли, порежем тульский пряник. Детям ждать очень тяжело. В этом плане дети всех времен одинаковые. Видно, как осыпаются угольки. На самоваре есть предохранительный клапан, из него идет пар. Заглянем в топку. Вон они, обуглившиеся растопыренные шишки. Для остановки горения одеваем крышечку. Высыпаем угли и завариваем чай в заварочном чайнике. Сверху ставится вот такая розеточка, на которую выдружается чайник, чтобы не остывал. И я не сказал самого главного. Чай в нашем самоваре получается просто волшебный. Если выпить его на закате, то можно будет заглянуть в прошлое. Итак, все готово, и самовар занял свое законное место на столике. Надо же, он как будто специально был на это рассчитан. Подстаканники тоже из той эпохи. Тут у нас снова всплывает железнодорожная тема. Ничего не могу с этим поделать. Вполне можно представить себе геологов на буханке, которые захватили с собой в тайгу самовар. И в конце рабочего дня, попивая чаек, вспоминают разные истории из жизни на большой земле. А вот и закат. Пора. Погружаемся прямо в начало 50-х. А теперь смотри. Это практически твои ровесницы. Вот только родились они прямо перед страшной войной. Такое ощущение, что они смотрят на нас через года и недоумевают. Ведь многим из них придется нелегко.
Но теснясь в подвалах и коммуналках, они все равно будут счастливы. Впереди другая, лучшая жизнь, которую они построят даже не для себя, а для нас с вами. И буханка – это, по сути, один из многих подарков будущим поколениям. Ведь это военная машина, и она вполне могла быть и грубой, и угловатой. Но поскольку в светлом будущем все должно радовать глаз, они не пожалели сил и времени и постарались сделать так, чтобы она получилась красивой. И им это удалось. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До встречи!